Всем привет, с вами канал История, Геральдика и Вексилология. Сегодня свой обзор я посвящаю флагу Витебска. Витебск – город на северо-востоке Беларуси, административный центр Витебской области и Витебского района. Расположен в восточной части области на реке Западная Двина. Флаг Витебска является официальным символом города. Современный флаг был утвержден 2 июня 2009 года. Флаг Витебска представляет собой прямоугольное полотнище голубого цвета с отношением сторон 1 к 2. В центре лицевой стороны полотнища изображение герба города Витебска. Так как флаг разработан на основе герба города, то углубимся в историю герба. Гербом Витебск наделил король польский и великий князь литовский Сигизмунд III Ваза 17 марта 1597 года. Городской герб означал то, что город перешел в своем развитии на качественно новую ступень социально-правового уровня. Без каких-либо сомнений можно утверждать, что именно данный герб является первым, официально утвержденным гербом города Витебска. Однако имеются и иные мнения. Например, исследователь Витебщины Сапунов по поводу исторических документов о городе в витебской старине за 1883 год отмечает: в вековом споре славян между собою Витебск всегда принимал на себя первые удары противников. Эти погромы, а также частые пожары были причиной того, что не сохранилось почти никаких вещественных памятников старины нашего города. Письменных памятников сохранилось также немного. Акты Магдебурии Витебска исчезли, кажется, бесследно. Все подлинные грамоты и привилегии отосланы в 1803 году. Министру юстиции, так как граждане Витебска просили о сохранении за ними всех прав и привилегий, дарованных им королями польскими. Несмотря на все мои усилия, я не мог даже узнать, где именно хранятся в настоящее время эти документы. Благодаря, однако, заботливости горожан, дороживших своей стариною, мы имеем, по крайней мере, список почти всех грамот и привилегий. Эта книга известна под именем «Книги привилегий города Витебска». На сегодняшний день книга Сапунова является одним из немногих источников, в котором имеются подлинные изображения герба города Витебска 1597 года, городской печати 1559 года и герба Витебского воеводства с 1500 года. Можно лишь предположить, что, обращаясь к королю Сигизмунду по вопросам магдебургского права для города, горожане могли предложить в качестве изображения для герба уже привычные для них по городским печатям изображения Спаса Нерукотворного. Что касается символизма, то в своем изображении витебский флаг имеет сочетание религиозной и оборонительной символики. Через всю историю Витебска прошло много войн. Таково его геополитическое положение. Именно святость и идея любви к родному городу его жителей, всегда отличавшихся чувством высокого патриотизма и рыцарского самосознания, отражены в флаге. Образ Иисуса Христа соответствует канонам, принятым в христианской иконописи и изобразительном искусстве. Вокруг лика Спасителя изображены буквенные символы, означающие «Иисус Христос», ниже 2 буквы «С» с титлом, которая нигде в литературе не расшифровывается. Существует 2 гипотезы, одна из которых объясняет эти буквы как «Спас Спаситель», другая версия толкует эти сокращения как «Спаси и сохрани». В историческом описании указано, что меч под ликом Спасителя представляет собой обнаженный металлический клинок с золотой рукоятью, стекающими каплями крови. В новой представленной изографии герба цвет меча чисто серебряный. Окровавленное оружие на современном этапе теряет свою актуальность ввиду устойчивого геополитического положения Беларуси на европейской арене. Учитывая изменившийся статус нашего государства по сравнению с временами, когда герб был впервые получен Витебском, и основные тенденции развития территориальной геральдики современной Беларуси, изменение цвета меча вполне оправдано. Таким образом, изображение Спасителя является символом надежды и возрождения. Витебск множество раз подвергался разорению, пожарам. Исторической чертой жителей стала стойкость, выносливость, вера.
Меч, положенный под изображением Христа, олицетворяет готовность к отражению атаки. Синий цвет в геральдике символизирует красоту и величие. Всем спасибо за внимание. Если вам понравилось данное видео, то не поленитесь поддержать его лайком и подпиской на канал. До скорых встреч!